Основные приоритеты Министерством обороны в 2014 году были отданы наращиванию боевых возможностей вооруженных сил, оснащению их современным вооружением и техникой, укомплектованию личным составом, интенсивной подготовке в условиях максимально приближенных к боевым, вопросам социального обеспечения военнослужащих. Стратегические ядерные силы поддерживались на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В ракетных войсках стратегического назначения на боевое дежурство заступили 3 ракетных полка, оснащенных новыми ракетными комплексами «Ярс». В боевой состав дальней авиации введено 7 модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а в состав сил постоянной боевой готовности военно-морского флота новейший подводный ракетный крейсер «Юрий Долгорукий». Им осуществлено 3 успешных пуска ракеты «Булава». К концу года в ВМФ будет 3 таких подводных лодки. Заложено строительство еще 2 подобных крейсеров «Князь Владимир» и «Князь Олег». Всего стратегические ядерные силы получили 38 межконтинентальных баллистических ракет, в том числе 22 для подводных лодок стратегического назначения. Их оснащенность современными образцами вооружения доведена до 56%. В силах общего назначения развернута самодостаточная группировка войск в Крыму. На полуострове в дополнение к имеющимся силам и средствам создано 7 соединений и 8 воинских частей различного предназначения. Сформировано 14 подразделений беспилотных летательных аппаратов. Только за 1 год в войска поставлено 179 комплексов с беспилотниками. Это почти столько же, сколько вооруженные силы получили за все предыдущие годы. Создан Государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны. Он готовит специалистов, в том числе для других министерств и ведомств. Беспилотные летательные аппараты применялись во всех мероприятиях подготовки войск, а также в ходе обеспечения безопасности Олимпийских и Паралимпийских игр в городе Сочи. Количество полетов беспилотной авиации по сравнению с 2013 годом возросло в 2 раза, а налет увеличился более чем в 4 раза. В военно-воздушных силах сформированы смешанная авиационная дивизия и дивизия противовоздушной обороны. Все бригады воздушно-космической обороны переведены на дивизионную структуру. Боевые возможности военно-морского флота увеличатся за счет развертывания к концу года отдельной бригады подводных лодок на Черноморском флоте. В Арктике на основе Северного флота создано объединенное стратегическое командование. В его составе дополнительно развернуты дивизия ПВО, бригада морской пехоты, завершается формирование арктической мотострелковой бригады. На острове Котельный размещена тактическая группа. В нее вошли современные противокорабельные и противовоздушные комплексы. В целях обеспечения нормальных условий службы и быта военнослужащих в арктических широтах возводятся специальные модульные полярные военные городки. В войсках воздушно-космической обороны на боевое дежурство поставлены радиолокационные станции высокой заводской готовности в городах Калининград и Иркутск. К опытно-боевому дежурству приступили еще 2 такие станции в Барнауле и Енисейске. Наращивается боевой потенциал воздушно-десантных войск. Так, 45-й полк специального назначения переформирован в 45-ю бригаду специального назначения. Одним из важнейших направлений повышения боевых возможностей вооруженных сил является их перевооружение на современную военную технику. Эта задача решалась в условиях импортозамещения. В сухопутные войска поставлено 2 бригадных комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», 294 модернизированных танка, 296 других боевых бронированных машин, 2 зенитные ракетные системы ПВО сухопутных войск С-300В4, около 5000 образцов автомобильной техники. Военно-воздушные силы получили 142 самолета, из них 53 многоцелевых авиационных комплекса Су-30 и Су-35, 16 Су-34, 28 транспортных и учебных самолетов различных марок,
18 модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, 135 вертолетов, среди них 46 боевых и 72 десантно-транспортных, 7 зенитных ракетных комплексов С-400. В состав военно-морского флота поступили атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Северодвинск», большая подводная лодка «Новороссийск», 5 надводных кораблей, 10 боевых катеров различных классов. Есть контакт подъема. В войсках воздушно-космической обороны на космодроме Плесецк успешно и с опережением сроков завершены работы по возведению стартовых позиций космического ракетного комплекса «Ангара». В июле с него проведен успешный испытательный пуск ракеты легкого класса. Завершается подготовка к пуску тяжелой ракеты. Ракетно-космический комплекс «Ангара» позволит выводить с территории России всю номенклатуру военных спутников на любые типы орбит. При стопроцентной укомплектованности вооруженных сил вооружением и военной техникой в результате выполнения гособоронзаказа оснащенность войск современными образцами по сравнению с 2013 годом в среднем повысилась на 7% и составляет от 26 до 48%. Таким образом, задача, поставленная президентом Российской Федерации по выходу на 30% по ряду видов и родов войск, выполняется с опережением. При этом исправность вооружения и техники доведена до 85%, что на 5% выше результатов прошлого года. Этому способствовало восстановление ремонтных органов в соединениях и воинских частях, рациональное планирование ремонта, сервисных работ и модернизации на предприятиях Минобороны и ОПК, а также возобновление закупок запасных частей. Объем средств на выполнение ремонтных мероприятий по сравнению с прошлым годом вырос в 1,3 раза. Завершена работа по формированию типажа перспективных образцов вооружения и техники, имеющих сходные функциональные и технические характеристики. Это позволит сократить стоимость государственной программы вооружения до 2025 года с 55 до 30 триллионов рублей с сохранением необходимых объемов оснащения. Меры, принимаемые Минобороны по укомплектованию армии и флота личным составом, позволили выйти на показатель 90,5%, что на 5% больше, чем в прошлом году. По мере поступления в войска высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники увеличивается количество военнослужащих по контракту. В настоящее время их численность достигла 295 тысяч, что на 75 тысяч больше, чем в прошлом году. План набора этой категории военнослужащих выполнен на 100%. Повысилось и качество отбора. Так, 64% поступивших на военную службу граждан имеют высшее или среднепрофессиональное образование, 99% относятся к первой и второй категориям профессиональной пригодности. Возраст 91% не превышает 30 лет. Все военнослужащие, отобранные на службу по контракту, проходят 4-недельный курс обучения по программе интенсивной общевойсковой подготовки на базе 21 учебного центра. Улучшилось качество приема граждан на военную службу по призыву. С этого года на сборных пунктах военнослужащие обеспечиваются персональными электронными картами и средствами личной гигиены, входящими в комплект армейских несессоров. Им выдается все положенное вещевое имущество. Министерством обороны для наиболее талантливых призывников создаются условия службы, обеспечивающие развитие их способностей в науке. Для этого в вооруженных силах функционируют 5 научных рот. В целях реализации ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию 2013 года организована подготовка в 67 гражданских вузах студентов по военно-учетным специальностям солдат и сержантов запаса. Всего по этой программе обучается около 14 тысяч человек. В результате вооруженного государственного переворота на Украине возникла угроза безопасности российскому Черноморскому флоту, а также русскоязычным гражданам в Крыму. Руководство России было вынуждено адекватно реагировать на обострение военно-политической обстановки. В связи с этим в пределах допустимой договорными обязательствами России численности увеличена группировка войск на полуострове.
Российские военнослужащие обеспечили безопасность всех военных объектов и не допустили кровопролития среди гражданского населения Крыма. Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке российских военнослужащих удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих вежливыми людьми. Результатом свободного волеизъявления граждан Крыма стало его вхождение в состав России. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Существенному повышению боевых возможностей вооруженных сил способствовали внезапные проверки боевой готовности войск. В текущем году по поручению Верховного Главнокомандующего проведены проверки Западного, Центрального и Восточного военных округов. Основное внимание в ходе проверочных мероприятий уделялось переброске войск с одного театра военных действий на другой с целью создания самодостаточных группировок на угрожаемых направлениях. В систему вошла отработка вопросов противовоздушной обороны с практическим подъемом авиации, маневром зенитных, ракетных и радиотехнических соединений, а также стрельбами по воздушным мишеням. Особое значение придавалось развертыванию системы материально-технического обеспечения задействованием ресурса гражданских организаций. Каждая проверка завершалась тщательным разбором и подготовкой директивных документов по устранению выявленных недостатков, организовывалась работа по их устранению. Продолжена практика привлечения федеральных и региональных органов власти по вопросам готовности к выполнению задач в условиях военного времени. Так, в ходе внезапной проверки войск Восточного военного округа проверены Минпромторг, Минкомсвязь и Минтранс с подведомственными им организациями, а также администрации Забайкальского, Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей. В сентябре по новой методике проведено стратегическое командно-штабное учение «Восток-2014». Его особенность заключалась в последовательном проведении специальных учений по видам обеспечения, комплексной внезапной проверки боевой готовности, а затем непосредственно активной фазы самого учения. Учебно-боевые задачи выполнялись в течение 23 суток вместо 6-8, как было ранее. Это позволило в полном объеме отработать весь цикл подготовки и применения войск Восточного военного округа. В ходе учения осуществлены переброски войск с западного в восточный регион на расстоянии до 12 тысяч километров. Всего было задействовано свыше 155 тысяч военнослужащих, более 8 тысяч единиц техники, до 85 кораблей и 650 летательных аппаратов. Практические действия войск проводились на территории 13 субъектов России. В мае 2014 года под руководством президента Российской Федерации проведена тренировка по управлению вооруженными силами. В ходе нее проверена система управления стратегических ядерных сил и воздушно-космической обороны, а также надежность их функционирования. Она способствовала приобретению значительного опыта и навыков действий руководящего состава всех уровней и войск в отработке задач комплексного применения стратегических сил сдерживания. На тренировке присутствовали главы государств, членов Организации договора о коллективной безопасности. Впервые после распада Советского Союза в октябре проведено учение с оперативным соединением в Средиземном море. В дальней морской зоне 8 боевых кораблей и судов выполнили практические стрельбы из артиллерийского и ракетного вооружения, сопровождение морских транспортов. В текущем году развернута полномасштабная межвидовая подготовка войск. В сухопутных войсках основные усилия были сосредоточены на подготовке органов управления и батальонных тактических групп к выполнению учебно-боевых задач на незнакомой местности. По сравнению с 2013 годом средний показатель обученности личного состава по огневой подготовке повысился в среднем с 3,2 до 4,1 балла.
По результатам контрольных занятий 57% соединений и воинских частей оценено на хорошо. Увеличились нормативные показатели по налету и на плаванности экипажей самолетов и надводных кораблей на 14%, а подводных лодок на 9% от запланированного. Самолетами дальней авиации выполнено 43 самолета вылета в различные регионы земного шара. В воздушно-десантных войсках в 1,6 раза возросла интенсивность прыжков с парашютом. Более 50% из них выполнено в сложных условиях. Впервые проведено десантирование парашютно-десантного батальона на Северный полюс. На новый качественный уровень поднята система состязательности. В войсках последовательно на бригадном, армейском и окружном уровне проведено 124 состязания танковых экипажей и 85 соревнований авиационных экипажей. В общей сложности было задействовано свыше 620 танков и около 500 самолетов. В состязаниях участвовали порядка 21 тысячи военнослужащих. Лучшие из них получили право выступить на впервые проведенном чемпионате мира танковых экипажей «Танковый биатлон» и международном конкурсе летных экипажей «Авиадартс». Наши военнослужащие показали лучшую выучку и заняли первые места. В видах и родах войск были организованы конкурсы по полевой выучке разведывательных, инженерных, артиллерийских и других подразделений, конкурс по морской выучке офицеров. Общий охват составил 87 тысяч офицеров и солдат. Они способствовали распространению передовых методов обучения и совершенствованию боевого мастерства. Всего в рамках мероприятия боевой подготовки израсходовано 102 тысячи тонн ракет и боеприпасов. Это способствовало повышению огневой выучки солдат и офицеров. Увеличилась массовость спортивных мероприятий. Всего в спартакиадах и соревнованиях по различным видам спорта приняли участие более 700 тысяч военнослужащих. 2000 лучших офицеров и генералов, от командира взвода до главнокомандующего, приняли участие в новой форме состязаний – всеармейском соревновании на Кубок Министерства обороны «Командирские старты». Победителем стала сборная команда Восточного военного округа. Проведенные мероприятия подготовки войск подтвердили соответствие разработанных планов реальным способностям вооруженных сил адекватно реагировать на весь спектр угроз военной безопасности Российской Федерации. В целях повышения эффективности руководства вооруженными силами и укрепления обороноспособности страны создан Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Он позволяет не только отслеживать обстановку, но и в реальном масштабе времени обеспечить управление всей военной организацией государства. Непрерывный контроль выполнения плана деятельности Минобороны до 2020 года, возложенный на Центр, исключает возможность срыва задач строительства вооруженных сил, в том числе государственного оборонного заказа. В Центре развернуто боевое дежурство, что позволяет готовить обоснованные всесторонне проработанные предложения для принятия решения руководством государства, в реальном масштабе времени реагировать на все кризисные ситуации в мире и стране. В военных округах с такими же задачами развернуты региональные центры, замыкающие систему до соединения включительно. Поступательно развивалась техническая основа системы управления вооруженных сил. Продолжено оснащение ОСУ нового поколения. Так, Восточный военный округ получил 32 командно-штабные машины. В воздушно-десантных войсках завершается развертывание автоматизированной системы управления «Андромеда-Д». В объединение и соединение сухопутных войск поступили 468 радиостанций нового поколения на автомобильном базовом шасси. По апробацию и положительно зарекомендовал себя аппаратно-программный комплекс управления материально-техническим обеспечением на автомобильной базе «Светлица». Совершенствовалась система военного образования. Утверждены программы развития каждого вуза на период до 2020 года. Они нацелены на создание современной инфраструктуры и учебно-материальной базы. Сеть высших военно-учебных заведений приведена к параметрам кадрового заказа. Сегодня подготовку военных специалистов осуществляет 21 высшее военно-учебное заведение.
В их числе 3 военных учебно-научных центра, 11 военных академий, 2 военных университета и 5 высших военных училищ. На базе филиалов военных академий созданы Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, Тихоокеанское высшее военно-морское училище, город Владивосток. Воссоздано Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в городе Севастополе. На первые курсы в 2014 году зачислено 15 140 человек. Сеть довузовских общеобразовательных организаций пополнилась Владивостокским, Кызылским и Севастопольским президентскими кадетскими училищами, Северокавказским Суворовским военным училищем, Омским кадетским и Аксайским казачьим кадетским корпусами. Специалистами Минобороны России ведется целенаправленная работа по внедрению инновационных разработок. С этой целью в 2014 году проведены Дни инноваций Министерства обороны, Западного и Центрального военного округов. Они позволили организовать внедрение более 100 новейших технологий и разработок в интересах вооруженных сил. Сформирована система взглядов на перспективы развития и применения робототехнических комплексов. В этом году проведены тестовые испытания боевого робота и специальных роботов для инженерных войск. На основе анализа деятельности специализированных организаций, привлекаемых к коммунально-бытовому обслуживанию войск, принято решение по объему и перечню функций, выполняемых ими и штатными подразделениями воинских частей. По таким направлениям, как организация питания и банно-прачечное обслуживание в стационарных условиях, обеспечение сторонними организациями себя оправдало и будет использоваться на долгосрочную перспективу. Питание, помывку личного состава и обеспечение горюче-смазочными материалами в полевых условиях осуществляют штатные подразделения воинских частей. В этом году все военнослужащие обеспечены новыми предметами военной формы одежды, адаптированными к различным климатическим условиям. Наращивались темпы совершенствования инфраструктуры объектов материально-технического обеспечения. Для улучшения условий хранения вооружения и военной техники впервые в вооруженные силы начата поставка тентомобильных укрытий. Их преимуществом является быстрый монтаж и возможность демонтирования при передислокации войск. В данных укрытиях размещены поступившие в войска ракетные комплексы «Искандер-М». Формируется новая единая логистическая система вооруженных сил. Вместо 400 устаревших баз и складов будет построено 24 производственно-логистических комплекса, реализующих передовые технологии учета и переработки грузов. Для их возведения привлекаются в том числе средства инвесторов. В этом году строительство таких комплексов начато в Наро-Фоминске и Армавире с завершением работ к концу 2015 года. В рамках приоритетных направлений, реализуемых в программе «Эффективная армия», проводится работа по газификации котельных, оснащению зданий и сооружений Минобороны России приборами учета холодного и горячего водоснабжения, электрической и тепловой энергии. Это позволит осуществлять оплату за топливо-энергетические ресурсы в соответствии с фактическими объемами их использования и экономить до 2,7 миллиарда рублей ежегодно. Как всегда, приоритетными для Минобороны являлись вопросы социальной защищенности военнослужащих. За счет оптимизации бюджетных расходов принимаются меры по материальному стимулированию личного состава вооруженных сил. Установлены и стабильно выплачиваются дополнительные средства, стимулирующие уровень профессиональной подготовки военнослужащих. Например, за классную квалификацию выплачивается от 5 до 30% от должностного оклада, а командирские выплаты составляют до 20%. В настоящее время денежное довольствие военнослужащих превышает средний уровень оплаты труда в ведущих областях экономики. Созданы все условия для окончательного решения проблемы обеспечения военнослужащих постоянным жильем. В этом году решен жилищный вопрос для 20 тысяч военнослужащих.
Этого удалось добиться в том числе переходом на новый порядок решения жилищного вопроса, предоставления военнослужащим субсидии для приобретения или строительства жилья. 22 августа 2014 года в Западном военном округе были вручены первые свидетельства о предоставлении субсидии. В течение последующей недели аналогичные мероприятия прошли во всех военных округах. Служебное жилье получили 17 300 военнослужащих. Это составляет 109% от запланированного годового показателя. Введены в эксплуатацию жилые комплексы в Новосибирске, Энгельсе, Балтийске, Гаджиево, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Хабаровске, Москве и других городах. Например, во Владикавказе принят в эксплуатацию целый микрорайон из более 900 квартир, что позволило полностью обеспечить военнослужащих данного гарнизона служебным жильем. Продолжается реализация программы накопительной ипотечной системы. Она охватывает 43 956 человек. В этом году выдано более 15 тысяч целевых жилищных займов для приобретения жилья. На новый качественный уровень выведено медицинское обеспечение. В военные госпитали поставлено свыше 2500 единиц медицинского оборудования, в том числе 80 единиц для оказания сложной специализированной медицинской помощи. Одним из приоритетных направлений работы Минобороны является реализация плана по обустройству базовых военных городков. В этом году работы завершены в 104 таких городках из 535 спланированных до 2017 года. Полностью ликвидировано отставание, допущенное в прошлые годы при обеспечении готовности объектов инфраструктуры Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов к базированию подводных лодок нового поколения. С опережением графика идет строительство военной гавани в Новороссийске. Завершение работ предусмотрено в 2016 году. В целом, в течение только этого года, в соответствии с утвержденными типовыми проектами и стандартами, проведены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту почти 1300 комплексных объектов различного назначения, что в 3 раза больше показателей прошлого года. Такой показатель сопоставим с застройкой целого региона Российской Федерации. Наметилась четкая динамика по снижению объемов незавершенного строительства. Сегодня на 1 затраченный рубль обеспечивается ввод основных фондов на 1,2 рубля. Этим исключаются неэффективные инвестиции в сфере капитального строительства. Таким образом, возведение военных объектов сегодня полностью синхронизировано с поступлением вооружения и осуществляется в соответствии с утвержденной дислокацией войск. Наращиваются темпы передачи высвобожденного имущества военной и социальной инфраструктуры, ранее принадлежавшей Министерству обороны. Всем региональным и муниципальным властям передано 2432 жилых дома, 4032 объекта жилищно-коммунального хозяйства, 11122 специальных объекта. Это котельные, школы, детские сады и лагеря, дома офицеров, объекты медицинского назначения. Это позволило в 2014 году высвободить и вернуть к плановой боевой подготовке 1500 военнослужащих, привлекавшихся к их охране. В соответствии с установками президента Российской Федерации активизирована международная деятельность Минобороны России. Она строилась на многовекторной основе. Приоритетное внимание уделено отношениям с государствами-членами ОДКБ. С учетом негативных для среднеазиатских государств вызовов, исходящих из Афганистана, оказывается значительная помощь в оснащении вооруженных сил Таджикистана и Киргизии вооружением и военной техникой. В военных учебных заведениях Минобороны России готовятся национальные кадры с акцентом на безвозмездное и льготное обучение. В этом направлении Минобороны вышло на показатели, сопоставимые с советским периодом. На сегодняшний день практически во всех вузах Минобороны, за исключением учебных заведений РВСН, обучаются более 6000 иностранных специалистов, что на 1000 больше, чем в прошлом году.
Формируются и совершенствуются системы противовоздушной обороны с Арменией, Белоруссией и Казахстаном. В течение года совместно с белорусской стороной успешно осуществляется дежурство по ПВО авиационного подразделения из 6 самолетов Су-27 ВВС России в городе Барановичи. В рамках долгосрочных соглашений с Абхазией, Арменией, Киргизией, Таджикистаном и Южной Осетией наращивается и укрепляется потенциал размещенных на их территориях российских военных баз. Они являются гарантом безопасности и стратегической стабильности в этих регионах. За год проведено более 30 международных учений различного уровня. Наиболее значимыми явились Индра, Селенга, Мирная миссия. В рамках реализации российской инициативы по уничтожению сирийского химического оружия на боевых кораблях Петр Великий, адмирал Левченко и адмирал Кулаков был развернут международный координационный штаб. Команды кораблей, конвоировавшие суда с компонентами сирийского химоружия, проявили высокий профессионализм, отмеченный иностранными военными специалистами. При выполнении этих задач также отличились экипажи военно-транспортной авиации, оперативно доставившие на аэродром Латакии необходимую автомобильную технику. В течение 2014 года боевые корабли осуществили 112 визитов и деловых заходов в порты иностранных государств, что на 37 больше, чем в прошлом году. Налажена плановая боевая служба российских кораблей в морях Азиатско-Тихоокеанского региона. По сравнению с прошлым годом почти в 2 раза увеличено число походов в этот регион. Значимым событием международной деятельности Министерства обороны стала организованная в Москве 3-я конференция по международной безопасности. В ней приняли участие 30 делегаций оборонных ведомств, а также специалисты более чем 60 неправительственных организаций и научных институтов 40 стран. Подразделения и военная техника Минобороны регулярно принимали участие в борьбе с ледовыми заторами, паводками и пожарами, обеспечивали водоснабжение Крыма. К этой работе привлекалось свыше 3000 военнослужащих, около 500 единиц техники, задействовалось 24 самолета и 52 вертолета. Ими совершено 486 вылетов. Только в Алтайском крае было задействовано 1500 человек и более 200 единиц техники. В Крым подано 700 тысяч кубометров воды с использованием 125 километров трубопроводов. Самолеты военно-транспортной авиации доставили в Гвинею госпиталь Минобороны по борьбе с особо опасными инфекциями для оказания помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. В своей деятельности Министерство обороны стремится к максимальной открытости и ведет конструктивный диалог с общественностью. С этой целью проведено более 8500 мероприятий с представителями российских и зарубежных средств массовой информации, что свидетельствует о небывалом росте интереса СМИ к вооруженным силам. В 1,7 раза возросло количество мероприятий, проводимых непосредственно в войсках, что привело к более чем 2-кратному увеличению количества материалов в региональных средствах массовой информации. Результатом совместной творческой деятельности с центральными телеканалами и радиостанциями стало создание более 120 документальных фильмов и 200 теле- и радиопрограмм. Большой вклад в данную работу вносит творческое объединение «Звезда». Его репортеры постоянно находятся в самом эпицентре армейских событий и из первых рук доносят беспристрастную картину об армии. Совокупная аудитория проектов Минобороны в сети интернет составила более 100 миллионов человек. В интересах поднятия престижа военной службы проведен комплекс культурно-патриотических мероприятий. Наиболее масштабными из них явились первый всеармейский фестиваль «Армия России», фестиваль игр КВН среди военно-учебных заведений и целый ряд других мероприятий. Они все прошли с широким вовлечением молодежи. Таким образом, мероприятия Минобороны проводились с учетом появления новых вызовов военной безопасности России, в том числе активизации деятельности НАТО у наших границ,
и позволили повысить боевые возможности вооруженных сил об 1,3 раза. Достигнутый результат обеспечивает заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Выявленные в ходе работы проблемные вопросы будут учтены в планах деятельности Минобороны на 2015 год. В целом, проделанная в 2014 году работа положительно отразилась на качестве выполнения поставленных задач, а самое главное – на моральном духе личного состава армии и флота. Указание Верховного Главнокомандующего о возвращении доверия российского общества к армии выполнено. По данным социологического опроса, 86% граждан России с уважением относятся к вооруженным силам. В следующем году будет продолжен поступательный курс вывода вооруженных сил на новый качественный уровень.